Поцарапал папе руку. Я принесла бинт. Открой дверь. У тебя все хорошо? Что-то мне нехорошо. Пойду прилягу. Может, скорую вызвать? Не надо. Просто прилягу. Что-то голова разболелась. Конечно, иди приляг. А я тебе сейчас таблетку принесу от головной боли. Да не надо ничего. Просто полежу маленько. Что-то мне это не нравится. Я думаю, надо позвонить в больницу и проконсультироваться. Мама, как ты думаешь, что папу укусил этот зверь, это не опасно? Конечно, опасно. Сейчас я позвоню и узнаю, в течение какого времени нужно поставить прививки. Алло. Добрый вечер. Моего мужа укусил какой-то зверь. Подскажите, пожалуйста, в течение какого времени нужно поставить прививку? Чем скорее, тем лучше. А таблетку обезболивающую можно выпить? Сонь, отнеси, пожалуйста, папе вот эти таблетки. Ага, еще вопрос. Как сейчас правильно обработать рану? Да, я понимаю, что... Пап! Но он не хочет. Пап, Я его постараюсь где ты? остановить. О, Господи! Еще один. Куда он дел папу? Мама! Что? Папы нет в комнате! Как это нет? А где он? Я не знаю, окно было открыто, и там был этот, но не тот. Какой этот? Я имела в виду, что там опять было существо, похожее на человека, но не то первое, а другое. Другое? Да что здесь вообще происходит? Опиши, как он выглядел. Он был похож на того первого, на нем тоже была одежда, как на человеке. Но на том первом была черная куртка и черные штаны, а на этом была серая кофта с полосками, как у папы. Как у папы? Это что, был папа? Что ты имеешь в виду? Мама, я поняла! Это был оборотень, тот первый! Настя была права! Он поцарапал папу, и папа тоже превратился в оборотня. Все сходится. Вот почему папы здесь нет. И почему на том втором была серая кофта с полосками, как у папы. Ты это сейчас серьезно? Или прикалываешься? Зачем мне прикалываться? Сама посуди, здесь есть здравый смысл. Сонь, ты фильмов что ли насмотрелась? Вы с Настей вечно как что напридумываете, хоть стой, хоть падай. Ну какие оборотни? Мама, ну зачем тогда папа вылез в окно? Если бы он не превратился в оборотня, то он бы вышел через дверь, как все нормальные люди. А я уверена, что он и вышел через дверь, пока мы с тобой на кухне сидели. А почему ничего не сказал нам? И куда тогда пошел? Да, это очень интересный вопрос. Я пока его пойду поищу, а ты оставайся здесь и закрой дверь. Нет, я тебя не пущу. Папа ушел так же и вернулся оборотнем, и тебя тоже укусят. Сонь, хватит болтать глупости. Давай-ка живо в комнату и ложись спать, а мы тут без тебя как-нибудь разберемся. Нет, я тебя не выпущу. Да, хорошо, ты права. Давай попробуем ему позвонить и спросить, где он. Да, точно. Ой, а где мой телефон? Так вот же он на столе. Закрой дверь. Стой, мама, нет! Мама! Мама!
Вот блин. Что же делать? Алло? Настя, подскажи мне срочно, что делать? Ты была права, тот зверь был оборотнем. Ого, а как ты это поняла? Он что, превратился в человека? Хуже, он поцарапал папе руку, и папа стал таким же, как он. Ты сейчас серьезно? Или что? Это шутка? Да какие шутки? Это еще не все. Мама не поверила мне и ринулась искать папу. И теперь он или тот другой могут напасть на нее. Это какой-то ужас. Что мне делать? Я не представляю. Но от оборотней помогает серебро. Или хотя стой. Это от вампиров. А может позвонить Вере? Вдруг она подскажет мне какое-нибудь заклинание из книги снов. Да, отличная идея. Ты давай звони, а я попробую найти какую-нибудь информацию об оборотнях в интернете. Хорошо. Итак. Оборотень – мифическое существо, способное временно менять свой облик магическим путем. Крис! Превращаясь из человека в другое существо, а также в атмосферные явления, растения или предмет, и наоборот. В европейском фольклоре более характерным образом оборотней является человек-волк, вервольф, в славянской мифологии известный как волколак. Человеческая сущность оборотня загоняется глубоко внутрь, освобождая звериное начало. При этом человек не помнит, что он делал, будучи в зверином облике. Считалось, что вернуть ему прежний человеческий вид вполне реально. Для этого следовало надеть на волколака снятый с себя пояс, в котором были сделаны узлы. Облачившись в такой пояс, волколак тут же терял шкуры и представал в человеческом облике. О, точно! В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните позднее. Нужно сделать пояс с узелками и накинуть его на папу, чтобы он стал обратно человеком. Вера, что мне делать? Есть ли в книге снов какое-то заклинание? Да, Соня, есть. На странице 338. Но чтобы оно сработало, нужно взять 12 свечей, зажечь их по кругу и заманить в этот круг папу. А когда он туда зайдет, прочесть заклинание и бросить туда любой серебряный предмет. Желательно крестик. Крестик есть. И свечи тоже. Мама целые 2 коробки купила, ароматических. Это хорошо, но есть еще одно важное условие. Нужно дождаться, когда папа снова станет человеком, иначе заклинание сработает неправильно, и папа останется в таком облике навсегда. Хорошо, Вера, спасибо. А вдруг он явится в дом в облике зверя? И что тогда делать? Нужно сделать пояс с узелками и накинуть его на папу, чтобы он стал обратно человеком. Спасибо, сейчас попробую. Пожелай мне удачи.
В горящий круг вас призываю, и ритуал я начинаю. Волшебства явите силы, пусть все будет так, как было. Что тут происходит? Как я здесь очутился? Папа, после того, как тебя поцарапал тот зверь, у тебя заболела голова, и ты упал в обморок. Правда? А почему тут свечи? Ну это я зажигала, потому что мама сказала, что они избавляют от головной боли. Вот видишь, тебе помогли, значит не зря зажигала. Понятно. Спасибо. Ой. А это что тут на моей шее? Но это когда ты в обморок падал, случайно зацепился. Вот вы где. Я уже волновалась. Соня, вот видишь, вот он папа. Никаким оборотнем он не стал. Вот как понапридумывают с Настей. Да-да, все хорошо. А свечи-то зачем открыла? Это же на Новый год. Эти свечи меня просто спасли. Они действительно от головной боли помогают. Между прочим, это я папу спасла. Но в больницу лучше все-таки съездить.